Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас из Финляндии. Поговорим о делах наших насущных, о работе, о безработице, о пособиях. Ни один день в Финляндии не обходится без истинных финнов. Поэтому с них и начнем. Кто не знает, истинные финны – это популистская партия, входящая в коалиционное правительство Финляндии. Финский аналог ЛДПР. Итак, не успел уйти с арены один истинный финн, 7 классов образования. Смотрите мое видео, ссылка в описании. Как свято место пусто не бывает. Свежеизбранный депутат парламента от партии «Истинные финны» Микко Полвинен нанял своим помощником свою гражданскую жену. По словам депутата, в его бывшем регионе не нашлось достойных кандидатур, которые были бы согласны переехать в Хельсинки. А для депутата было крайне важно, чтобы ассистент был из Кайну. Я выбрала ее помощника из-за ее языковых навыков, образования и профессионального опыта, объяснил Полвинен свой выбор. Его подруга владеет шведским и английским языками, имеет степень магистра в области туризма и управления бизнесом, и у нее медицинское образование. Она медсестра. Подруга Полвинен взяла отпуск по месту основной работы медсестрой и переехала в Хельсинки, чтобы работать помощником депутата парламента. Поздравляю! Деньги здесь ни при чем, говорит депутат. Их семейный бюджет уменьшился на 800 евро в месяц. Я охотно верю, деньги здесь ни при чем. Пара встречается с осени прошлого года, и, по словам депутата, они хорошо сработались. Наем члена семьи в помощники депутату парламента законом не запрещен, хотя и является исключением. Требования к помощнику минимальные. Помощнику должно быть 18 лет, и он должен иметь допуск к секретной информации парламента. Все. Этим требованиям полностью соответствует сын другого депутата от партии «Истинные финны» Вейjo Niemi. С прошлого года его сын, 29-летний музыкант, трудится в парламенте помощником у своего отца-депутата. Депутат говорит, что просто внезапно ему понадобился новый помощник, а у его сына хорошие навыки английского языка и хорошие отношения с другими людьми. Вполне понятны отцовские чувства. Пора ж кровинушку пристроить. Сынку почти 30 годиков, а доходы на уровне уборщицы. А так, глядишь, в парламенте связями обрастет, жирок нагуляет. Потом и папино кресло можно примерить. Истинные финны не одиноки в любви к семейным узам. Депутату от партии христианских демократов Сари Танус уже второй созыв помогает в парламентской работе ее муж Юкка Салми. Крепнут семейные узы. Семейный подряд процветает. Что законом не запрещено, то можно. Мы за династии. Как я уже говорила, партия «Истинные финны» – это популистская партия. Она входит в состав коалиционного правительства Финляндии, и при активном участии истинных финнов с 1 сентября этого года вступила в силу норма, ухудшающая положение безработных. Не устроился на работу в 2 месяца, пособие урезают на 20%. Засиделся в безработных 8 месяцев, срежет еще 5% от первоначальной суммы пособия. Правительство хочет, чтобы народ дома не сидел, бока не отлеживал. Пусть все идут на работу. При этом Финляндия занимает 3-е место по безработице среди стран ЕС. А давайте посмотрим, как обстоят дела с пособиями депутатов после окончания их парламентской карьеры, если вдруг остался неудел. Депутаты решили, что у них резать нечего.
И так уже 5 лет, как их льготы сильно урезаны. Прежде у них была адаптационная пенсия, которую получали после 2 сроков депутатства. И возможные доходы с капитала на размер этой адаптационной пенсии не влияли. И у нее не было ограничений по продолжительности. О, вот это жизнь! Но в 2019 году пришлось депутатам ужаться. Депутатскую адаптационную пенсию заменили на пособие для адаптации к жизни за стенами парламента после окончания политической карьеры. Адаптационное пособие платят от 1 года до 3 лет, и при начислении учитываются все другие доходы депутата. Размеры адаптационных пособий не разглашаются, но журналисты прикинули, что пособие может составлять от 2200 до 6800 евро в месяц, в зависимости от стажа и уровня вознаграждения. Пособие временное. Но если бывшему члену парламента исполнилось 59 лет, когда депутатское пособие закончилось, то его можно получать до 65 лет. На сегодня 42 бывших политика получают пособие на адаптацию. Среди них и рядовые депутаты, и министры, и один бывший депутат Европарламента. Бывший министр и спикер парламента Анна Вехвеляйна говорит, что она не работает с тех пор, как покинула парламент в апреле прошлого года. Она говорит, что подавала заявление о приеме на работу, но ее не взяли. Сейчас ей 60 лет, и она имеет право получать адаптационное пособие до 65 лет. Хорошо, допускаю, что некоторые бывшие депутаты с ног сбились в поисках работы, а работы нет и нет. Но вот свеженький пример. Депутат Кари Толванен от партии «Коалиция» покинул парламент в прошлом году после 12 проведенных там лет. Все это время за ним сохранялось рабочее место в полиции. Но Толванен отказался от предложенной должности комиссара полиции с окладом в 5800 евро и предпочел адаптационное пособие, которое он имеет право получать до 65 лет. Сейчас ему 62 года. Журналисты опять прикинули, его пособие составляет около 3300 евро. Если у обычных безработных пособие урежут на 20% через 2 месяца безработицы, то безработным депутатам снижение пособия не грозит, потому что они в парламенте получали не зарплату, а вознаграждение. На нее правила простых безработных не распространяются. Вот и бывший министр иностранных дел Тиму Сойни, сейчас ему 61 год, получает депутатское пособие с 2019 года. И не жужжит. Но лучше всех сыграла бывшая депутат и бывшая министр Суви Линден. Она уже 13 лет с 2011 года сидит на адаптационных выплатах. Сначала ей платили адаптационную пенсию, а теперь платят пособие по адаптации. Она, сидя на пособиях, дождалась исполнения 59 лет, и теперь эта лафа продлится еще 4,5 года до исполнения 65 лет. В общей сложности получится прокантоваться на пособие 16 лет. Вот это виртуоз. Браво! Не берут на работу и точка. Но она не унывает. Девиз безработных депутатов. Жить не работая трудно. Но мы не боимся трудностей. И на этой оптимистической ноте, друзья, приглашаю всех на урок финских танцев в стиле диско. Все-таки скоро осенние каникулы. Не ударим в грязь лицом на танцполе. Приятного всем просмотра. Всем пока. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, lantia menee taakse ja suoraksi, kädet lyövät alaspäin.
ja hieman eteen, hartiat liikkuu ja pää liikkuu. Tämä on siis tärkein perusliike diskotanssissa. Seuraava on vasen jalka sivulle, 1, oikea yhteen 2, oikea jalka sivulle 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nostamme reilusti polvia ja nostamme jalkoja. Siis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lisäämme tähän kanta-askeleen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Nyt juoksemme taaksepäin. 1, 2, 1, 2. Käännämme varpaat hieman ulospäin. Ja seuraava liike on sitten vasen jalka päälle ristiin. 1, oikea jalka suoraan taakse, vasen jalka sivulle, oikea päälle ristiin. Siis 1, 2, 3, 4, alas, taakse, sivulle, ristiin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ja sitten vasen jalka yhteen, oikea jalka sivulle ja nostamme lanttia. Oikea yhteen, vasen sivulle ja nostamme lanttia. 1, 2, 3, 4. Nyt tämä voimme tehdä myöskin näin päin. Ja kun osaamme nämä liikkeet, tarvitsemme vaan diskomusaa.